Всем привет! Меня зовут Артем. Я Света. Мы начинаем серию подкастов «Split Screen». Мы находим какие-то интересные явления массовой культуры, кино, сериалы, видеоигры, книги и сплитим их, то есть сравниваем между собой. Каждый выпуск у нас будет посвящен отдельной теме, где мы будем разбирать контент за и против, что нам нравится, что не нравится. И первый выпуск мы решили посвятить игре и сериалу Last of Us. Мы живем в то время, когда одно медиа перетекает в другое. И на самом деле гораздо больше людей уже знают какие-то культовые игровые франшизы, потому что и появляются сериалы, и наоборот, какое-то кино становится играми. То есть, мне кажется, сейчас такое происходит как бы перетекание форматов. И Last of Us – это очень крутой, как мне кажется, пример вот такой вот дружбы разных медиа. 2013 год, когда выходит первая часть игры Last of Us. Это игра студии Naughty Dog, которая известна франшизой Uncharted, которая тоже потом была экранизирована. И, собственно, креативный директор этой студии Нил Дракман, он придумал концепцию этой игры, долго вынашивал, и после успеха второй части Uncharted, ему дали зеленый свет на разработку собственной концепции. Можно посмотреть, на самом деле, много интервью про то, как Нил Дракман все это придумывал. Наверное, интересно будет узнать. Но вот основные, самые хайлайты, то, что меня впечатлило, что Нил Дракман рассказывал, как он вышел с фильма «Дитя человеческое» Куарона, который, я помню, тоже смотрел в кино. И он был под таким большим впечатлением после этого фильма. И ему пришла мысль, а почему бы такое не сделать в играх? Да, вот. То, как, на самом деле, этот фильм воздействует, его такой достаточно мрачный, если ты помнишь, тон. И у него возникла идея, вообще мысль, а как бы это перенести в формат игры. И если ты помнишь, «Дитя человеческое» там тоже построено на том, что есть главный герой в мире, где больше нет детей и, в общем, репродуктивная функция отсутствует, да, и там появляется все-таки ребенок, которого герой спасает. И вот это вот тоже есть некая Мне у кажется, героя. тут важно сейчас проговорить, о чем вообще Last of Us. Я, на самом деле, хочу как раз подвести через «Дитя человеческое», что вот эта вот тема, условно говоря, отца и ребенка, она является, наверное, главной в Last of Us. И, опять же, если вот кратко рассказать про первую часть, это история про постапокалипсис, про человека, который теряет свою дочь, своего ребенка. Это самое начало игры. То есть это, в принципе, такое сразу столкновение с травмой. Мы потом этого героя видим через 20 лет, и он нехотя берет на себя некую такую функцию, можно сказать, доставки живого человека. Да? Это героиня Элли, которую он должен как некий груз доставить в другую часть страны. Да? Причем для того, чтобы, спойлер, спасти человечество. Да? И история про то, как такой травмированный человек, который потерял ребенка, абсолютно отказавшийся, там, я не знаю, от всего человеческого и теплого, снова открывает свое сердце и, в общем, по сути дела, вот эта Элли, персонаж, становится его новой дочерью, да, которую он защищает и оберегает вот в этом мире. Вот о чем игра, да, если Ну да, в двух этот словах. мир, в чем смысл постапокалипсиса? Там идет заражение спорами грибов, то есть мир погребен вот в эти грибницы, и что они на каждом шагу, они могут тебя убить. Это очень страшные существа, и, получается, наш главный герой Джоэл, мне кажется, ты вел Элли, но не вел Джоэла. Да. Он должен оберегать, получается, от этих монстров, от организации, которая там пытается надзор вести в этом разрушенном мире. Вот, поэтому в игре, мне кажется, большой движок еще вот этот выживательный. Это опасный мир, да, потому что этот жанр называется survival horror или survival action horror. Мы должны в этой игре физически выживать, и ограниченное количество ресурсов,
все, что вокруг, может в любой момент тебя уничтожить, да, поэтому эта игра, она с таким достаточно высоким напряжением. Но что самое важное для меня, это игра очень мощная с точки зрения нарратива. И она похожа не только на тебя человеческая. Вот есть фильм «Дорога» с Вигго Мортенсеном, такая мрачная тоже по сеттингу. Поэтому, наверное, что сделала игра, вот если прям самое основное, это, мне кажется, очень мощный пример сочетания геймплея, нарратива и вообще такой мрачной истории. До этого как будто бы в играх мало кто вступал вот на эту территорию. Были какие-то попытки, например, у Silent Hill была такая игра Spec Ops The Line про посттравматическое расстройство. Но мне кажется, Last of Us задало бы такой стандарт, что игры вообще могут быть искусством, могут быть чем-то сложным, чем-то серьезным, и Last of Us начала собирать действительно гигантскую фан-базу, да, по всему миру. И спустя, там, сколько получается, больше 12 лет, эта игра еще выходила на каждом новом поколении консолей, ее улучшали, делали ремастеры, и до сих пор люди в нее играют, да, хотя прошло уже там, больше 13 лет. Давай про сериал, да? Первая часть вышла. Расскажи про первый сезон, может быть, буквально чуть-чуть. Первый сезон вышел, получается, через 10 лет после игры, в 23-м году, как раз-таки после пандемии. Мне кажется, это супер важный момент. И мы тоже, когда обсуждали, в какие годы происходит действие игры и сериала, заметили, что если игра начинается в 13-м, то есть старт этой пандемии в 13-м, мы через 20 лет встречаемся с Джоэлом, который везет груз. Это, то есть действие происходит в 2033-м. Но с сериалом они сделали по-другому. Все стартует, получается, в 2003-м, то есть они сделали откат назад, что в 2003-м начинается пандемия, а действие в 2023-м. И мне кажется, это очень сильно добавило какого-то реализма, вот этой памяти людей. Мне кажется, в сериале это какая-то важная штука, что как-то некомфортно это смотреть из-за того, что ты только что пережил события, понятно, что они другие, это не грибные споры и так далее, но все равно вот это вот эмоциональное что-то остается в тебе, когда ты смотришь этот сериал. Я думаю, что первый сезон очень хорошо попал в нерв пандемии, потому что она только прошла. И вот он выходит. И они снимали как раз в процессе пандемии. У них были по Zoom вот эти кастинги и так далее. Но глобально, кто это сделал? Мне очень нравится история про человека, который это сделал. Есть режиссер-сценарист Крейг Мейзин. Почему он мне нравится? Потому что это человек, который начинал с комедий. То есть он писал сценарий для очень страшного кино, там, 3-4. Потом у него были... Я смотрел только первый, второй. Я смотрела 3-4, но очень давно. Потом у него еще есть фильм, который он срежиссировал, по-моему, называется Specials. Нет, Superiors, как-то так. Про супергероев. Да, про супергероев. У него типа рейтинг там 4 или что-то такое. Он очень всратый, но мне кажется, это просто прикольный старт. Но потом Крейг Мейзин вдруг делает «Чернобыль», сериал от HBO. Как будто бы очень неожиданный поворот, что человек, который делает комедии, потом делает сериал от HBO. И я читала, что в целом его очень волновала эта трагедия, и она произошла, когда ему было 14 или 15 лет. И он очень этим интересовался, но в какой-то момент понял, что как будто бы не существует сериала, фильма, чего-либо, что по-честному бы рассказывало эту историю как-то полноценно, со всех точек зрения. И он 2 года рылся в архивах, изучал и понял, как много дыр вообще здесь, что он, например, не знал про спасательную операцию, про этих людей. И ему хотелось это исправить, поэтому он принес HBO эту идею, и, собственно, HBO сделали этот сериал. И он тоже, мне кажется, супер стал каким-то культовым, образцовым и классным. И как раз-таки этот сериал — это то, что смотрел Нил Дракман, создатель Last of Us игры, и он был фанатом Чернобыля. И они как раз-таки сошлись на том, что Крейг Мейзин был фанатом Last of Us, и я где-то прочитала, что он сыграл где-то около 12 раз в нее. Кстати, сколько раз ты сыграл в Last'у? Мне кажется, в первую часть я, наверное, на каждом поколении консоли я играл где-то раз 2. Мне кажется, 5-6 раз я, ты скоро догонишь. Наверное, сыграл. Да. Знаешь, про HBO, мне кажется, вот
важно еще сказать, что это до сих пор, на самом деле, если брать сериальный продакшн, это одна из самых мощных компаний, потому что HBO – это «Сопрано», HBO – это «Игра престолов», HBO – это «Прослушка», это настоящий детектив. Да? То есть фан-комьюнити игры, оно было очень насторожено, когда появилась новость, что вот культовую любимую игру сейчас будут экранизировать. А у игр... Это важно сказать мне тоже как геймеру. До, наверное, Last of Us и Аркейна все экранизации были просто ужасными. Но это же были киноэкранизации, как я чекала, что это Mortal Kombat, Sonic, Покемон, что-то какая-то вот такая история. Не, на Sonic не наезжаю, он более-менее Извините, фанаты Соника. Но к тому, что не было как будто бы до Аркейна прям сериала. Либо я ошибаюсь. Мне кажется, что вот и Аркейн, и Last of Us это первые создатели, которые поняли, что лучше длинный формат. А вот важно сказать, что первая часть игры – это 15 часов прохождения. То есть я сижу с джойстиком, в зависимости от уровня сложности, 15 часов я играю, 15 часов. И сделать из этого фильм, это даже невозможно. Трехчасовой, это невозможно. Поэтому сериальный формат кажется здесь более мне кажется, на Аркейне уместным. И на Ласте они прям поняли, что надо делать сериал. Даже есть история, что пытались же экранизировать до этого Ласту, и это не получалось. И Мейзин тоже рассматривал вариант фильма, но понял, что это невозможно уместить. Поэтому сериалы, они с Дракманом сошлись на этом. То есть Дракман фанат Чернобыля, Мейзин фанат Ласты. Мне кажется, какая-то идеальная коллаборация. Они вот запичили идею HBO, и все сложилось. И что еще тоже важно, что создатель игры, он является создателем, шоураннером и сериала. Да, он участвовал. Как часто бывает, люди берут какую-то готовую, я не знаю, там, франшизу, и дальше они дорабатывают уже самостоятельно. Но здесь, в Last of Us, в первом сезоне Дракман был креативным директором, шоураннером этого проекта. Поэтому, то есть, условно говоря, это было в руках отца. Да? Первый сезон – это экранизация первой части. Первой части, которая называется The Last of Us. Сейчас, по-моему, ее называют The Last of Us Part 1, чтобы не путать. Для понимания. В 2020 году выходит игра The Last of Us Part 2. И она как раз выходит в разгар пандемии. Игру постоянно откладывали, ее разрабатывали, получается, с 2013 года 7 лет. На самом деле, для игровой индустрии это не так много. Да? Вот новую GTA делают уже сколько там, 13 лет, 12 лет. И эта игра, на мой вкус, она тоже великолепная. Она, это фантастически крутая игра, но она немножко разделила комьюнити, она немножко разделила сообщество, потому что там уже поднимались какие-то более сложные, спорные темы. Но даже несмотря на некий хейт вокруг игры, да, от части комьюнити, игра все равно получила великолепные отзывы, понравилась критикам. Вот. И второй сезон от HBO, он посвящен уже второй игре, точнее, части. Второй игре, половине второй игры, на самом деле. Расскажи тогда немножечко про второй сезон. Второй сезон, получается, вышел вот буквально сейчас, май. Он реально охватывает только половину второй части игры. И я не знаю, как здесь что комментировать, без спойлеров и без всего, но глобально мы сейчас в той точке, где они рассказали только половину истории, и точно сейчас будет третий сезон, а Мейзин говорит, что, скорее всего, еще четвертый, потому что сколько игровых часов вторая часть занимает? Она же больше первой. Я думаю, что в среднем она проходит за 25-30 часов. Это в 2 раза больше скилла почти. Игрока. Да. Почти получается, в раза 30 часов это вполне себе 2-3 сезона. Да, они пока сделали почему-то второй сезон всего на 7 эпизодов. Как мне кажется, супер мало, можно было сделать 9-10, как в первом. Но вот они почему-то остановились на 7 и сейчас будут продолжать. Но, опять же, по информации, съемки стартуют чуть ли не в 26 году. Непонятно, сколько нам ждать продолжения. Остановились они на таком важном месте. И мне кажется, что вот эта вот точка, на которой они остановились, они, конечно, могут зафакапить третий сезон из-за этого. Потому что как можно будет ждать 2 года, 3 года? Слушай, GTA я жду 13 лет, да? И получается, что в седьмой я буду играть стариком уже. Смотри, это же все равно будет отдельная история. А здесь у тебя на полуслове обрывается. То мы еще обсудим, конечно, второй сезон. Давай
прежде чем мы перейдем конкретно к нашему сплиту, потому что, как мы сказали, в нашем шоу мы хотим сплитить контент. И здесь у нас с тобой есть четкая задача. Есть игра, есть сериал, да? Конкретно вторая часть. И мы с тобой давай попробуем прям структурно пройти и, в общем, перемолоть косточки всему этому контенту. Но прежде ворнинг, да, потому что дальше мы вступаем уже на территорию спойлеров. Те, кто смотрел, играл, я думаю, с ними будет все хорошо. Да, второй сезон адски полон спойлерами, и если вы не готовы, мы, конечно... Чтобы не было ПТСР в общем, у зрителей, которые... Мы будем стараться ставить какие-то тайм-коды, возможно, куда вам надо перелистнуть, если не забудем сделать это на монтаже, но глобально... Возможно, вам надо сначала это посмотреть. Да, призываем, в общем, всех, кто не играл в Last of Us, поиграть. Да? В этом нет ничего стыдного. Что? Эти игры доступны сейчас на PlayStation 5, можно поиграть на PC, поэтому, в общем, welcome. Да? Это на самом деле... Вот, мне кажется, это лучший способ вообще полюбить видеоигры. Да? А вот один из лучших заходов. Ну, смотрите, да, я вообще была игроманом в детстве, играла во всякие Сеги, Думы 3 и так далее, с РСМы. Но сейчас во взрослой жизни я не играла, но из-за того, что мы решили делать это шоу, и в целом сейчас выходил второй сезон, и я смотрела, как Артем играет во вторую игру, и мне очень понравилось, я начала играть в первую. Это, конечно, очень необычный, прикольный опыт, но он расширяет действительно вот эту вселенную. Я чувствую это переплетение форматов, о котором мы говорим, и реально очень интересно сравнивать. И реально очень интересно смотреть, насколько... Мне, как человеку, который занимается кино, мне очень интересно смотреть, как отличаются на самом деле форматы, потому что это же любимая тема всех — сравнить книга лучше или фильм лучше, игра лучше или фильм лучше. Но я какие-то выводы для себя вообще другие сделала, что это такие разные форматы, и там работают такие разные вообще движки, что это прям любопытно изучать. У нас есть несколько пунктов, по которым мы будем версусить нашу игру и сериал, которые мы посчитали самыми, наверное, яркими здесь. И в конце каждого обсуждения, каждого блока мы будем выдавать приз игре или сериалу, чтобы в конце подсчитать баллы и понять, кто нас выиграл, кто проиграл. Раздавать мы будем грибочки. Правильно? Да. У нас будут появляться. Потому что гриб – это вообще символ сериала. Да. Это, кстати, еще оригинально, что в игре это не стандартные зомби, а это такой странный вирус, который действительно превращает всех вот этих зараженных в некую такую, знаешь, единую какую-то, конструкцию взаимосвязанную, как на самом деле в мире грибов у них тоже есть вот эта вот взаимосвязь между собой. В чем прикол этих грибных монстров, кроме того, что они по-другому выглядят? Все-таки создатели игры хотели придумать какую-то свою концепцию, потому что зомби редко бывают положительные. Да? А здесь эти монстры, они, конечно, отвратительные, они могут убить, но в то же время они как некое просто живое существо. Но это люди, которые заразились на самом деле. Да, это как будто бы ближе к человеку. Наверное. Поэтому мы будем раздавать грибочки. Да, в разных категориях, но прежде чем перейти к раздаче грибочков, давай в общем скажем, вот второй сезон, тебе вообще он зашел, тебе понравился? Потому что мне кажется, ты мучилась, когда смотрела. Ну, чуть-чуть. Честно, мне второй сезон понравился сильно меньше первого, но формат у нас такой, что я... как бы защищаю сериал. Да. Но знаешь, в чем, мне кажется, возможно, проблема моя просмотра второго сезона, что мы смотрели и играли во вторую часть одновременно, и какие-то вещи, например, главный спойлер второго сезона я сначала увидела в игре, и он на меня в сериале чуть иначе сработал. И в целом я в какой-то момент поняла, что у меня перемешиваются события, потому что они идут не всегда хронологически так же. В сериале добавляются какие-то свои сцены, а чего-то в сериале, наоборот, из игры нет. И я поняла, что у меня, конечно, скомкалось немножко впечатление именно от сериала, но глобально очень мало чего мне здесь понравилось, к сожалению. Мне кажется, они подкачали со вторым сезоном, и пока у меня ощущение, что с третьим они тоже подкачают, но смотреть интересно будет, как они это сделают.
Как они подкачают? Как они будут выкручиваться из того, куда они закрутились. Я бы очень хотел, чтобы они выкрутились. Мне тоже хочется. Глобально, наверное, меня второй сезон тоже больше расстроил, чем порадовал. Я думаю, дальше мы с тобой попробуем разобраться, что у них получилось сделать хорошо. Да, такие вещи есть, конечно. Они есть, то есть не хочется хейтить. Нет, там есть классные целиком. находки вообще. Есть классные решения, есть классные идеи. По кастингу тоже там не все однозначно. Да? Вот. Но глобально, наверное, я разочарован. И мне как раз хочется вот поразмышлять вместе с тобой, как бы почему что-то не получилось, и как бы это хотелось исправить. Да? С одной стороны, может быть, первый сезон задал какую-то очень высокую планку. Да. Но тут, знаешь, что интересно? Вот если говорить про второй сезон сериала и вторую часть игры, вторая часть игры, она разрывная. Это так круто драматургически. Ну, если я оцениваю больше какой-то заход на драматургию, она обалденная. И мне очень грустно, что они так перенесли это в сериал. То есть, мне кажется, это можно было сделать круто. Ну, давай, прежде чем мы с тобой перейдем уже к раздаче грибочков, немножко расскажу с твоей помощью, о чем второй сезон. Жесткие спойлеры, внимание. Да, здесь на самом деле без спойлеров практически не обойтись. Ну, это суть этой игры вообще. Но, собственно, миссия Джоэла была в том, чтобы доставить Элли организации, которая называется Fireflies, цикады, для того, чтобы они изготовили вирус. Потому что Элли, главная героиня, у нас является единственным человеком, похожим в этом мире, у которого есть иммунитет. И, собственно, цикады – это такая партизанская организация, которые как бы вроде бы могут изготовить вирус, который спасет все человечество. Другой вопрос, что цикады вряд ли бы отдали этот вирус всем, скорее всего, бы они лечили тех, кому выгодно. Но вопрос не в этом. И Джоэл, собственно, через полстраны доставляет Элли для того, чтобы Fireflies изготовили вирус. Но оказывается, что вирус они могут, антивирус, точнее, изготовить только если они Элли убьют, потому что нужно, в общем, залить к ней в мозги, да, и, в общем, противовирус достать оттуда. И Джоэл, собственно, совершает неожиданный, наверное, а может быть, для кого-то ожидаемый поступок, что он выбирает уничтожить всех цикад, но врача, который единственный мог это сделать. Спасти Элли, да, свою, в общем, новую дочь. И здесь тоже интересный вот этот момент, который в целом и в игре, и в сериале всегда ставится, да, это личное, либо общественное. И Джоэл, как прекрасный антигерой, он выбирает не человечество, а он выбирает свою дочь, которая как бы даже ему не дочь, да, а некий образ дочь близкого человека. Он спасает ее. И в конце игры, в конце сезона он еще врет ей о том, что на самом деле не получилось изготовить противовирус. Вот этих вот людей с иммунитетом их много, поэтому они там случайно все умерли. И, в общем, пойдем жить дальше. Да? В общем, игра и сериал оставляют нас вот с таким как бы чувством, да, и вот этой моральной дилеммой. Второй сезон, вторая игра, она уже переходит на позицию Элли. Если в первой части главный герой Джоэл, то здесь мы переходим на Элли. И расскажи про главный спойлер. Вот представьте, вы 15 часов играете за Джоэла, а потом смотрите 9 серий 50-минутных, где ведущий Джоэл. А потом во второй серии сериала, я говорю за сериал. Второй серии второго сезона. Второй серии второго сезона Джоэла убивают жестоко. Вашего самого главного героя, за которым вы смотрите. У меня что-то мурашки пошли. Ты знаешь, мне каждый раз это как-то... Это уже... Я вспоминаю опыт «Игры престолов» первого сезона, когда убивают Старка, и ты вообще не веришь, что так возможно в кино, потому что это твой главный герой. И кажется, что Элли без него не справится, она маленькая. И важно, что его не просто убивают, его жестоко убивают. И мы не важно, что в игре мы не понимаем, почему его убивают. Его убивает группировка Волки. Вов, да, они называются правильно? Знаешь, можно сказать,
приходят некие люди в общину, где живут Элли с Джоэлом и другие люди, и Джоэл на глазах у Элли жестоко расправляется. Да, это супер жестоко происходит, она это видит, и до последнего она ему кричит: «Встань, встань!» И я, как зритель игры и сериала, до последнего надеюсь, что он реально встанет, потому что они не могут убить главного героя. Но они его убивают, к сожалению. И дальше история идет от лица Элли, которая хочет мстить за Джоэла, потому что убили самого ее дорогого человека сейчас, который ее защищал. Потому что у нас между первым и вторым сезоном сколько, 5 лет, по-моему, проходит? В районе 5 лет. Да. То есть, по сути дела, что второй сезон, вторая игра – это история мести. Если первая часть – это больше такая одиссея, да, это какая-то миссия, такая спасательная, то вторая часть – это история мести, конечно, с некими там твистами и поворотами, но очень понятная мотивация. В игре это происходит в течение, наверное, первого часа. В сериале это вторая серия. Они решили все-таки чуть-чуть разогреть аудиторию, прежде чем убивать Педро Паскаля нашего. Вот. Он там переместился потом в «Фантастическую четверку», еще куда-то. В общем, без работы он не останется. Но это такая жесткая история мести. Да? И здесь, наверное, еще такой важный красный флаг, что если вы не готовы вообще к ультранасилию, то Last of Us можно просто послушать наш подкаст, да, как бы не окунаться туда. Но что важно, это не истории, которые смакуют насилие. Мне кажется, это, по крайней мере, вторая часть игры, это, наверное, история против насилия. Это история исследования насилия. И мне кажется, даже Дракман об этом говорил, что ему было интересно, как работает круговорот насилия, что насилие всегда порождает насилие, месть всегда порождает месть. И игра это показывает, что это циклично, здесь нет выхода. Ты либо отказываешься от мести и насилия и выходишь, либо ты в этом застреваешь. Но тут в игре есть прекрасный момент, что отказ от насилия единственно возможный, когда ты больше не играешь. Понимаешь? Да. У тебя есть возможность, например, не смотреть. У тебя есть возможность не играть. Но единственный вариант не пойти в этот круговорот и не пережить его, это просто остановить игру. Давай поговорим про героев, про кастинг. Важно сказать, что в играх, как правило, у персонажа есть актер озвучания, который дает голос. И Джоэлу подарил голос Трой Бейкер. Это вообще культовый актер озвучания, который, на самом деле, в огромном количестве игр вообще озвучил персонажа. Например, последний – это Индиана Джонс. Он там... У него получается говорить как Харрисон Форд молодой. Понимаешь? То есть это совершенно гениальный актер. Он озвучил персонажа в «Биошоке». В общем... супер известная личность, и он подарил голос Джоэлу, но часто эти актеры еще дают... Физику, да, то есть с помощью захвата движения, технологии motion capture, они еще дают физику, но не всегда внешность. То есть Джоэл, который озвучивает Джоэла... И в игре это разные вообще люди. Это разные люди, да, потому что важно все-таки иногда актер может попасть голосом, но физика у него другая. Внешность. И для меня... Да, физика, получается, актера, а внешность уже, она абсолютно может быть настроена с помощью компьютера, да, то есть с помощью 3D персонажа. Вот. И здесь, конечно, у создателей игры куча возможностей вообще по настройке. Но для меня каст, конечно, первой игры, он эталонный абсолютно. Да? И каст первого сезона мне тоже ок. Опять же, давай с Беллой Рамзи. Честно, есть сейчас куча хейта. Я тебе постоянно каждую неделю кидал мемчики, да, тоже про мискаст. Но второй сезон кастинг. Давай, в общем, поговорим про кастинг именно второго сезона. Да, у меня есть здесь глобальная мысль, что, мне кажется, очень отличается восприятие. Оно зависит от контекста. То есть я пришла в эту вселенную Ласты на сериале. То есть мне предоставили героев, и они мне абсолютно подходят, они мне ок, потому что это мое первое знакомство, я принимаю эти правила игры. Ты заходишь с уже каким-то видением персонажа, и тебе предлагают второе видение. Мне кажется, сейчас то же самое будет и происходит с Гарри Поттером новым, с сериалом, что фанаты оригинальной франшизы, они хейтят или как-то обсуждают актеров, которые будут играть в сериале.
И для меня самой это такой очень болезненный момент, потому что я выросла на Гарри Поттере, и мне сложно принять, что будет кто-то другой. Или даже я ходила на спектакль по Гарри Поттеру, мне было странно видеть других актеров, и прям что-то бунтовало во мне, и мне кажется, здесь очень разное восприятие, и в целом для меня кастинг Last of Us сериала был вообще нормальный, я его просто принимала. И второй сезон был бы нормальный, если бы я не поиграла в игру. Потому что когда я... Скажем так, вот если говорить про Беллу Рамзи, да, наверное... Ну, тут нам надо ввести еще второго, на самом деле, персонажа Эбби. Давай про Беллу сначала. Хорошо. Давай про Беллу. Белла Рамзи, мне кажется, идеально работает в первом сезоне, потому что ей там по сюжету 14 лет. Она там просто девочка-подросток, у которой еще нет озлобленности на этот мир, она еще не прошла весь этот ужас, который пройдет дальше. И она такая, мне кажется, боевая, немножко пацанка, и это очень клево ложится на Беллу Рамзи. Но во втором сезоне, когда проходит 5 лет, когда она проживает разные события, и просто представьте, что вы живете в постапокалиптическом мире, где постоянно опасность. Вам нужно быть, не знаю, очень сильным. Вы должны в тонусе. Вы должны уметь держать оружие. Оно тяжелое. То есть это все носить в рюкзаке моем любимом. То есть вы должны быть очень выносливым и физически готовым к этому миру. И мне кажется, здесь главная проблема Беллы Рамзи, что она не выглядит как человек, готовый к выживанию в постапокалипсисе. Готовый убивать в постапокалипсисе. И готовый убивать. И даже это чисто физически так кажется. Понятно, что там вот даже есть сцены в первой серии второго сезона, где она борцуется с этим... Джесси. Ну, я прям не верю, что она в этом прям хороша, и она этим занимается условно каждый день. То есть есть какое-то недоверие персонажу. Я бы назвал это, знаешь, как? Я бы назвал это какой-то психофизикой. Вот она не работает. Я как будто не верю, что в этом мире она бы выжила. Вот какое-то такое ощущение. Важно сказать про вторую игру, про второй сезон, что Элли действительно методично, долго мстит и добирается до... В этом вся игра до обидчицы. Да. Тут я вспоминаю, например, Kill Bill, вспомним Уму Турман, да, в какой она форме. То есть можно поверить, что действительно она способна просто такое количество людей положить, чтобы добраться до своей цели. Белла Рамзи, когда, опять же, ее сравнивать с Элли из игры, как будто вот в ней нет этого, я не знаю, ну, как бы какой-то, я не знаю, как это назвать, чтобы не обидеть Беллу Рамзи. Вот в «Терминаторе» Сара Коннор, помнишь? То есть, когда это просто это машина. Готовность идти до конца. Белла не машина, в этом проблема. И даже это вот в физике чувствуется, это чувствуется в эмоциях, когда ты смотришь на Беллу Рамзи, она местами очень круто играет, у меня нет к ней вопросов в драматических сценах, она 100% молодец, но тут вопрос именно ее вписывание в этот сеттинг и в эту ситуацию. Как будто но в то же время, понимаешь, сеттинг мы же, если реплицируем из игры, да, и говорим, что вот для нас важен этот перенос. Но я недавно услышал у Мейзена очень прикольную фразу. Давай вот ее обсудим с тобой. Он говорит, что я провожу кастинг не типа внешности. А типа я делаю кастинг soul. Ну, он так пафосно сказал, типа кастинг души. Да? Что ему было важно, что в Белле не физическое совпадение, а внутреннее какое-то, внутренняя суть, внутренний стержень. И звучит как бы круто. Да. И звучит вроде бы, знаешь, так думаешь, вау, да, он кастит души, нифига себе. Но потом, когда это смотришь, у меня все время ощущение, да нет. Ну, как вот бы у меня вот такого тут ощущения просто тоже не попадают. И разваливается вот эта аутентичность. Потому что когда в первом сезоне, в первой игре мы понимаем, что Джоэл, мы на него смотрим, мы таки верим. Он сможет, он сделает. А она как типа она идет мстить, то есть она убивает кучу людей у себя на пути, и я как будто вот в этих сценах, где она это делает, например, сцена с Норой, ну я как будто не верю, что она это может сделать. Мискаст главный в том, что она клево попадает в первый сезон, потому что там ей 14, но уже не совсем как будто бы попадает во второй и третий, где ей там уже 20 условно. Странное ощущение от второго сезона. Вот, мне кажется, первый он был таким грязненьким. Ну, в плане вот постапокалипсиса. Любимая тема. Это значит грязь под ногтями. Да, это не идеальное лицо. Грязные волосы. Да, все какие бы такие немножечко помятые. Подуставшие уже. А здесь, во втором сезоне, вот, например, Белла Рамзи, да, и, которая играет Элли, и вот ее подружка Дина, которая там тоже важную роль,
То есть они, окей, у них такие грязненькие джинсы, но лица у них такие, знаешь... Идеальные. У них идеально лежат у Дины просто локоны да, каждый эпизод. У Беллы идеально просто выпрямленные волосы. Но Меня это вот типа чуть-чуть... это- А меня причем вот- все меня это остальные напрягает. персонажи грязненькие. На Джоэла вспомни, когда он появляется, он весь такой побитый, морщинистый, Ну, обросший. может быть, чтобы потом красивые фоточки с ними сделать, знаешь, какие-то... Ну, для меня это странно. ломает погружение. Это ломает Это чуть-чуть погружение. странно. Особенно, когда вот мы играли во вторую часть, да, и видим, какая там Элли, она в прямом смысле побитая, да, Мгм. вот. И если героиня возвращается после мести, после грязи, но с чистым лицом, ну, блин, это меня начинает Мне кажется, напрягать. просто еще важно, не знаю, или нет, что вот этот путь мести, он же складывается в 3 дня в Сиэтле, в 4. Давай там важно на самом деле сказать про тайминг, потому что первая часть игры, она длится, я имею в виду тайминг внутри игры, она длится год. 4 сезона у нас. Одиссея, да, Мгм. это путешествие, это действительно, оно очень долгое. И сквозь сезоны, и поэтому есть время выстроить вот эти вот Мгм. отношения между героями, Да. которые потом работают. Вторая часть устроена интересно, что главные события там разворачиваются в течение 3 дней. Там есть флешбеки, которые нас отправляют в прошлое, что-то Но рассказывают. глобально это 3 дня дичи Есть немножко полнейшей. такой флэш-форвард, Мгм. условно, но основное мясо игры – это всего 3 дня. Это очень спрессованное. Да, мне спрессованное кажется, такое время. вот они за эти 3 дня должны так испачкаться, устать, побиться. Ну окей, давай. Причем в 3-м сезоне больше грязи под ногтями. Пожалуйста, да, больше грязи. синяки под Хватит глазами. В общем, подмазывать да, лицо хватит Беллы. подмазывать Беллы Рамзи. Да, окей. Но помимо Беллы, давай поговорим про второго важного героя. Да. Это Эбби. Тут важно ввести Эбби. Эбби – это, собственно, та героиня, которая в самом начале сезона, в начале игры убивает Джоэла. Мгм. Да. Тут интересно, что в игре мы, например, не понимаем ее мотивацию. Да, потому что она не проговаривается. А В сериале они ее в сериале проговорили прямым они текстом. её проговорили. Но вот Эбби, герой Эбби, можно я начну? Да. Пожалуйста. Потому что, на самом деле, я обожаю Эбби, хотя многие вообще фанаты игры ее недолюбливают, потому что она убила Джоэла. Мгм. Come on, да? Но в игре очень важно, что это действительно такая машина для убийства. И когда мы узнаем ее предысторию, что ей было важно нарастить вот это мясо, нарастить это мускулы, чтобы в целом... Да, в игре она прям шкаф, если Да, честно. она шкаф, и это важно драматургически, это обосновано, потому что эти мускулы, они как такая психологическая Мгм. защита, как некая оболочка вокруг. Она внушает угрозу, она лидер, она солдат Мгм. и прочее, прочее. При этом, конечно, она женщина, у нее есть чувства, у нее есть и прочее, прочее. Но в сериале это просто девчонка. Это просто девчонка, маленькая, 45-килограммовая У нее как будто девочка. даже мышц на руках нет. Вот ее показывают, она такая тоненькая. И ты вообще не веришь в этот образ. И я как будто, если говорить просто про физику, я не верю, что человек с такой комплекцией может реально убить другого человека. Ну, типа Джоэла, мужика вот этого огромного. Ну, там все-таки ей помогали ее Да, но- приспешники, сообщники, да. Здесь, смотрите, как бы мой консерн в том, что как будто бы этот образ не работает Мгм. в этом сеттинге, да, что это получается некая такая условность, и мир как будто становится для меня немного таким фэнтезийным. Ну да. Давайте мы поверим, что вот эти девочки, вот эти одуванчики, да, они способны накостылять мужикам и положить столько людей. И вот если в первом сезоне такого диссонанса не было, то здесь как будто появляются какие-то вещи, которые мы должны принять. Ну, давайте Мгм. поверим вот в это, давайте поверим вот в это. И для меня как будто на уровне каста это перестает работать, хотя все-таки в защиту второго сезона, мне кажется, есть классный каст Джесси, это одного из персонажей, который там Ну, занимают Айзек важную- еще офигенный. Классный Айзек, это абсолютно такой отбитый лидер одной из воинственных организаций, которая Мгм. называется «Волки». Собственно, подружка Ну, Дина Элли хорошенькая, она да. тоже классная. Ты, чтобы ее не Да, пидорили да. вот так лицо и волосы. Ну, она тоже как бы вот ее слишком, ну, мы же с тобой сказали, Да. да, больше Но в грязи целом нам она хочется. клевая. Вот. Но какие-то решения классные. Еще мне нравится героиня-психолог, Да, мне тоже. которого не было в Ну, это прикольно, да. в игре.
То есть какие-то кастинговые решения все-таки неплохие, но две героини как будто сейчас для меня это мискаст, это какой-то кредит доверия. Типа, давайте поверим в то, что вот это... Но мне на это самом будет. деле супер интересно, как воспринимают этот кастинг люди, которые не играли в игру, и для них игра, допустим, ничего не значит. Вот как просто... Ну, давай попросим нашу аудиторию вот, тоже прокомментировать, норм ли вам каст, Да, это если просто вы не очень играли. любопытно, Да, потому это что у меня, интересно. правда, смазалось, я не могу чисто как бы об этом рассуждать, потому что у меня наложилась игра, и у меня та же самая претензия, как и у тебя. Но любопытно, работает ли это без игры. Окей, пишите в комментах, как вам кастинг второго сезона. Давай раздавай грибочки. Ну, я считаю, Заказ. что игра, конечно же, получает целый грибочек. Но мне кажется, сериалу можно дать откушенный грибочек. Откушенный. Какую часть? Верхнюю или нижнюю? Шапочку. Шапочку? Не, шапочка. Ну, это в кусочек круто. шапочки. Ладно, кусочек шапочки. Кусочек шапочки. Кусочек шапочки. Внимание, сейчас будет прям жирный гигантский спойлер на вторую игру. Давайте представим. 15 часов мы играем за Элли. Мы мстим всей шайке Эбби. Эбби, напоминаю, это героиня, которая убила Джоэла. 15 часов мы мстим. Это происходит очень долго, это происходит очень реалистично. Там мы убиваем кучу людей. Куча психодрамы внутри, да. И я как игрок, я ненавижу Эбби все это время. Потому я что тоже. Думаю, сука, ты убила Джоэла, это мой любимый герой. И я как будто бы вот с этими эмоциями, я эти 15 часов, я добираюсь до цели. Я ненавижу эту Эбби. И через 15 часов, когда игра доходит до некой кульминации их встречи главных героинь, которые происходят через 3 дня, неожиданно я начинаю играть за другого персонажа. Через 15 часов я начинаю играть за Эбби. И самое интересное, что это не просто какой-то маленький эпизод, как, например, был в первой части, где мы за Элли играли небольшую секвенцию, там часовой какой-то эпизод, да, когда Джоэл там был ранен, геймплей перебрасывается на Элли. То тут я играю полноценную игру 15 часов. Ты возвращаешься на 3 дня назад. Персонажа. Я возвращаюсь 3 дня назад. В точку. И я возвращаюсь в точку, когда я ненавижу персонажа, и я вынужден играть за него. Это я обожаю это. Очень круто. Это ужасно, но это так прекрасно. Это гениальная идея. Это круто, и постепенно, что самое удивительное, что получается у создателей, они меняют наши отношения к этому герою. Они меняют. И из ненависти мы переходим постепенно просто к принятию, к состраданию, к неоднозначности этого всего. И, собственно, вот эта часть, точнее, цифра 2 в названии, она становится символической, она становится важной, что Part 2 – это не просто номерная часть, а это вот эта двойственность, этот дуализм, что на самом деле совпадает и с темой нашего с тобой подкаста, да, сплит, когда это две героини, 2 точки зрения, и... Обе в чем-то правы, обе в чем-то неправы, обе заслуживают. И этот круг насилия, который запустил Джоэл, Эбби начинает мстить Джоэлу не просто так. Ну, хотя бы это мы не будем спойлерить. Давай. Вот. Но получается, что во второй части мы физически становимся Эбби, и вся, на самом деле, смысловая составляющая игры, она вокруг этого. Вокруг смены точки зрения, вокруг смены модальности. И это производит, я даже сейчас рассказываю, это производит просто нахлобучивающий эффект, на самом деле, да. И это круто, вау. Это где такое было ты, синефилка? Где такое было в фильмах? Я вспоминала, я сразу вспомнила «Психо» Хичкока, потому что он на самом деле делает похожую вещь. То есть сначала мы смотрим фильм про Мэриан, которая крадет деньги у своего босса и решает уехать к своему бойфренду куда-то далеко, но из-за плохой погоды, усталости она останавливается в мотеле, и ее там убивают. Извините за спойлер, те зрители, которые не видели «Психо», не знают, про что там. И вдруг мы оказываемся на стороне как бы убийцы. И дальше фильм выстроен так, что мы смотрим за этим убийцей, за мальчиком, за Норманом Бейтсом. И Хичкок выстраивает фильм так,
что мы реально начинаем сопереживать ему. Потому что я помню вот этот момент, когда он засовывает труп Мэрион в машину, на которой она приехала. Да, ему надо избавиться от этой машины, чтобы копы ничего не заметили, и она неплохо тонет. И ты сидишь такой, переживаешь, господи, утони, не дай бог с Бейтсом что-то случится. И мне кажется, Хичкок очень гениально перепрыгивает от одной героини к другой и обманывает ожидания. И это эффект невероятный. И в игре это, конечно, супер круто работает. Я особенно вспоминаю моменты. Я помню, я прям орала, что когда ты играл за Эбби и начинал гнаться за Томми, Томми — это брат Джоэла, и я прям орала в экран, что ты не можешь убить Томми от лица Эбби. Это круто работает, потому что получается, что все те делишки, которые мы натворили первые 15 часов, мы потом понимаем, что... А если мы на это смотрим с другой стороны, то мы снова в этот круг насилия входим, но уже с другой стороны. И мир такой объемный становится. Да, мир становится объемный. Теперь давай вернемся к сериалу. И что придумали создатели сериала? Ну вот они придумали... Что сделать? У нас, получается, 7 серий 2 сезона. Мы как бы играем за Элли. Во 2 серии Эбби убивает Джоэла, все как бы идет так же. И потом как будто бы Элли отправляется вот эту в историю вместе, а сезон просто заканчивается кадром, когда в кинотеатре, заброшенном, понятно, все заброшенное, получается, что там оказывается Эбби. Она, не будем тоже спойлерить, кого, куда, она чего, но смысл в том, что она нацеливается на Элли или на Томми, я уже забыла, черный экран, выстрел, и нам показывают дальше кадр, в котором Эбби стоит вот на трибуне стадиона, где располагается их вот эта база, да. И мы понимаем, что... мы понимаем, те люди, которые играли в игру, что 3-й сезон будет от лица Эбби. Но это... это так не работает. Это не действует, да. То есть если упрощать смысл, то получается, что создатели разбили игру на 2 сезона. Хотя сейчас они говорят, а может быть, будет 3 4, сезона. Уже 4, потому что Мейзен говорит, что они не вместят. Они не вместятся, но один из главных поворотов, один из главных твистов 2 части, это получается просто клиффхенгер сезона. Мне кажется, очень плохо. И это не работает. И 2 сезон еще оказался каким-то коротким. То есть, 7 серий. Там 7 эпизодов. Да. Причем все не больше 50 минут. Сцены еще обсудим, но получается, что одна из претензий моих больших ко второму сезону, да, это как бы короткий хронометраж. И они не выстроили вот эту линию, в которой мы должны были переключиться на Эбби клево. Мне кажется, нельзя было вот так обрывать. Нужно было ее как-то ввести. Она еще вообще никак не введена. Очень странно. Еще, знаешь, что меня смущает? Это 7 серий по 50 минут максимум, но я пересматривала фрагменты 1 сезона. 1 серия идет, по-моему, 1,5 часа, там заявочная, она больше. Она длинная, да. И 3 серия идет больше. Как раз-таки серия пробила вот это отхождение от игры. Она тоже длинная, то есть и там 9 серий. А тут 7 очень скомканные, и я не понимаю, мне кажется, они не дожали, не доразвили эту историю. Знаешь, мне кажется, какая проблема? Мы не знаем, когда выйдет 3 сезон. В 26-м году пока стоит, что они начнут снимать. То есть HBO вроде бы официально еще не продлили, но Мейзен уже понимает, что нужно еще 2 сезона. Если бы, знаешь, как снимали «Властелин колец», да, когда снимали все сразу, потом мы знаем, что каждый год будет большой эпизод, а здесь как будто такое подвешенное состояние, и хочется посмотреть, а где вот этот второй кусок. Вторую часть как будто так и надо было делать. Ее надо было полностью собрать, а потом распилить, допустим. Грибочки. Мне кажется, сериал 0. 0 грибочков. Ну, а как это? Завалить офигенную идею. А игра, мне кажется... Грибочек целый. 2, 3, 15. Ну, давай один. Может, 2 по одна номинация, один за Эбби, за Эбби. Я здесь абсолютно согласен. Давай с тобой перейдем к следующей части. Сцены. Да. Я тебя уводил просто от этого блока, потому что на самом деле это для меня это мясо. Да, конкретно, самое интересное. Да? Потому что персонажи, твисты, это такие категории, но мы все равно смотрим сериал, мы играем в игру большими сценами. Поэтому здесь мы хотим обсудить сцены, где получилось лучше в игре, где получилось лучше в сериале, и, может быть, вообще поговорить про вот эти вот отличия, да, экстра-сцены какие-то, экстра-линии. Давай, вот ты затронула тему убийства Джоэла. Можно я буквально чуть-чуть выскажусь, а дальше ты скажешь,
Причем как человек, который сначала смотрел, потом кстати, потом эту играл. серию наоборот было. Эту серию было Я сначала наоборот. увидела в Это игре, было потом наоборот. посмотрела сериал. Окей, хорошо. Хочется разобрать эту сцену. Во-первых, я очень ждал эту сцену. И для меня вот эта точка убийства Джоэла стала моментом, когда я понял, что, с сериалом начинает происходить что-то не то. Объясню. В игре этот момент, как он снят даже, этот момент, это подвал, это такой темный свет, это мрачная атмосфера. Это все такое немножечко как будто на уровне подсознания происходит, на каких-то глубинных травм и мыслей. Эпизод в сериале, он высветленный, да, он яркий, он какой-то такой немножечко вот прям постановочный, да, совершенно другой по настроению. И на меня как будто бы это гораздо меньше действует. И ты рассказывала про проговор экспозиции, что как будто не надо этого делать вообще в фильмах и в сериалах. Когда герой начинает тебе так просто это плохая выдавать... режиссура на самом деле. Для меня сцена убийства Джоэла в игре эталонная. Кажется, по свету, по драматургии, по режиссуре. Вот она прям каноничная для меня. Ее можно брать и прямо переносить в сериал. Опять же, я за то, чтобы какие-то сцены из игры расширять, что-то добавлять. Я не за то, что прям вот берите и переносите кат-сцены из игры в сериал. Нет. Но кажется, что сцена убийства Джоэла в сериале, она практически не работает. Опять же, я скажу, что я их посмотрела подряд в игре и в сериале, и не знаю, как на меня бы сработал отдельный сериал. Возможно, я бы не сильно обращала внимание на то, что там светло или так далее, и была бы впечатлена, но при любом раскладе то, что Эбби проговаривает свою мотивацию, причем делает это очень прямолинейно и как-то неуклюже для меня выстроено, и в любом случае эта сцена, она не сцена, а то, что Эбби это проговаривает, это снижает драматизм этой ситуации, как будто бы все портит мне. И я согласна, что если смотреть на контрасте с игрой, то, как это там выстроено в темном помещении, это как-то вот... Я еще просто смотрела фильм, где показывали они, как снимали эту сцену, и там актеры на разрыв просто играли. Это было вообще, в принципе, так необычно, Ты про игру что... или про сериал? Про игру. Что актеры как бы озвучания и движения играют настолько мощно. И я, правда, согласна, что это каноничная сцена, и я не понимаю, почему они не построили таким же образом, зачем они внедрили этот монолог Эбби, над которым стебется Джоэл, как будто бы буквально. Ну, то есть мне сложно сейчас чисто оценить, как бы я восприняла, но мне кажется, я бы офигела от того, что Джоэла убивают, и, возможно, не сильно бы смотрела на устройство этой сцены, но на контрасте она для меня тоже не так круто работает, как в игре. Эпизод снимал Крейг Мейзин, что Это удивительно, важно. да? Кажется, что Крейг Мейзин — это вообще холдер проекта, и он, кажется, должен задавать некую это же самый важный реальный планку. эпизод. Да, это супер важный эпизод. И здесь он какой-то более театральный, более ненастоящий, что ли, оказался, да. Но мне кажется, здесь важно сказать вообще о разнице между медиа, да, потому что все-таки в игре есть так называемые кат-сцены. Кат-сцены — это не игровые эпизоды, которые больше всего похожи на кино или на сериал, где мы просто смотрим за персонажами. И интересно, что часто игроки скипают кат-сцены. Ну, в плохих играх, в играх, в которых Болтовня, нет сюжета. Да. Я бы скипаю, потому что верните меня в геймплей. Вот Last of Us, на самом деле, это та игра редкая, где не хочется скипать кат-сцены. Ну, там много важного. Где хочется их смотреть. Но помимо кат-сцен в игре, собственно, есть геймплей, то есть мясо, когда я беру джойстик и я играю за персонажа. Внутри этих сцен, на самом деле, тоже есть своя драматургия, есть нарратив, да? Когда я что-то... То есть персонажи все равно переговариваются, все равно что-то происходит. Но здесь ритмом управляю я сам. Вот насколько глубокой будет эта сцена. Даже не то, что глубокая, насколько я вообще застряну в геймплее. Потому что я могу сцену пробежать, да? А могу пройти ее медленно. И вот я помню, когда мы с тобой вдвоем играли в Last of Us, и был один эпизод, который ты проходила медленно. Помнишь? Ты пряталась, ты, в общем, была супер внимательна на локации. А я этот эпизод пробежал. Потому что я уже играл бешеный, в игру. да. Да, я пробежал как бешеный, и я задал как бы другой ритм. Поэтому у игрока есть возможность в каком-то смысле самому режиссировать игру, режиссировать восприятие. В сериале мы смотрим, что мы смотрим.
Конечно, в нашей голове запускаются какие-то процессы, но мы смотрим, что мы смотрим. Поэтому, мне кажется, каждая сцена в сериале, она должна быть, вау, она должна прям быть супер драматургически выстроена. Да? Ну вот и для меня вот этот монолог Эбби, это про не очень хорошую режиссуру на самом деле, потому что когда в кино, в сериалах мотивации героев и что-то такое начинает проговариваться, это, как правило, показатель недоработанности. Это любую книгу по сценарному мастерству возьми. Это первое, что говорит, показывай, а не рассказывай. Да, это прям очень важно. И иногда это может звучать, как позадолбали этим правилам, как хочу, так делаю, но на самом деле, если ты смотришь вот такую сцену, ты прям понимаешь, что это портит ее. И как будто это правило начинает работать. И мне кажется, здесь вот для меня тоже странно, что это делал Мейзин, и что получилось так. То есть для меня, на самом деле, во втором сезоне постоянный вопрос, почему так? Почему так? Может быть, им дали больше импровизации, знаешь? То есть это же тоже некий способ, да. Но опять же, выбор локации. Они же могли сделать это в темном помещении, например. Вот вопрос к худпосту я бы задал, да, я просто задал напрямую, мне интересно почелленджить создателей. Ты знаешь, вот... Я вспомнил интересный нюанс про сериал, который говорил и Дракман, и Мейзин. Они говорили, что мы очень, наоборот, не хотели, чтобы наши актеры играли в игру, да, я помню. Потому что они будут заложниками какого-то образа, восприятия, чтобы мы могли уйти в сторону. Мы могли бы дать какую-то интерпретацию. Мне как подход это очень нравится. Да. Я не хочу просто кат-сцены посмотреть. Нет, 100%. Переснятые HBO. Но когда мы берем, вот, например, эти две сцены и сравниваем их, вопрос, да, а почему вы сделали хуже? Давай перейдем к сценам, которые лучше получились. У тебя есть такие? Во втором сезоне, я думаю, ты со мной согласишься, это 6-я серия. Это серия «Флэшбэк», которую снял Дракман. И она, мне кажется, абсолютно гениальная по драматургии. Это моя любимая серия. И моя тоже. И по драматургии, и по тому, как она сконструирована. То есть она начинается с флэшбэка далекого, где, получается, Томми и Джоэл общаются со своим отцом. Ну, как общаются. Этого нет в игре, кстати. Да, этого нет в игре. Кстати, да. это тоже важный момент. Я тоже в каком-то интервью читала, что у Дракмана в целом было очень много внеигровых эпизодов, которые он придумал, но он их не включал в игру, да, потому что, например, это там не работало или было не нужно, но у него как бы эта вселенная была богаче. И он всем этим делился с Мейзином, и они, на самом деле, много эпизодов внедряли из того, что уже было у Дракмана. То есть Мейзин прям брал эту идею. Да, и я думаю, что мы тут можем обсудить, например, это эпизод, когда в первом сезоне коротенько появляется мама Элли, и нам показывают в целом, как она заразилась, типа, почему у нее иммунитет. Этого тоже нет в игре, да. И интересно, что маму Элли играет актриса, которая озвучивала Элли. Да, и это такой трогательный момент это вообще. Очень трогательный. Ну, давай конкретно вот про этот эпизод. Да, вернемся к 6-му. Для меня, на самом деле, это... единственный эпизод, который мне действительно понравился. Мне тоже. Но я начала его описывать, ускочила немножко, что он начинается как раз-таки с флешбэка в детство Джоэла и Томми, у которых конфликт там с отцом, и мы понимаем, что отец их абьюзит явно, и он такой коротенький. А дальше идет серия флешбэков. Это дни рождения Элли, которые они проводят вместе с Джоэлом вот в Джексоне, в городе, где они живут. То есть, по-моему, там 5 или 4 года. И в сериале в первых сериях становится понятно, что между Джоэлом и Элли что-то происходит, то есть у них какой-то конфликт, потому что Элли живет почему-то в гараже, а не в доме, а она как-то через губу с ним разговаривает, что-то не так. И именно в этой серии, в этих флешбэках как бы показывается развитие этого конфликта. И мне кажется, это офигенно сделано. И то, что это разбивка по дням рождения, потому что в игре, я помню, там был флешбэк в день рождения, когда Джоэл отводил ее в... Это не океанариум, это не океанариум. Это не океанариум, это такой музей какой-то. Динозавров, да. Или музей вообще космоса какого-то. Да, и это вот было в игре, а здесь они Дракман выстроил чуть по-другому, и мне эта серия безумно нравится. Мне кажется, она какая-то идеальная. И она реально объясняет вот эту логику разрушения их отношений. Давай введем немножко в контекст. Вот в этой части игры и сериала Элли идет мстить за убийство Джоэла. Да. Но важный момент. Она его до сих пор не простила за то, что он спас ее и, по сути дела, не спас человечество. То есть вот их конфликт, да, он вот про это. И в сериале эта серия, вот про которую мы сейчас рассказываем, 6-я, это флешбэк. То есть все 5 эпизодов, или сколько-то, Джоэл для нас умер, его нет. Есть Элли без Джоэла.
А этот эпизод... Хотя, на самом деле, я не очень люблю эпизоды флешбеки, но вот этот эпизод, он возвращает нас, собственно, в предысторию, как вот этот конфликт развивался, в каких стадиях они там отношений были и прочее, и прочее. И, по сути дела, знаешь, как будто бы этот эпизод, он немножечко такое возвращение и в первую игру. Да, и Джоэла вернули. И Рамзи, Паскаль работают вроде бы вместе. Да? То есть это как будто такая формула немножко первого сезона, первой игры, да, но которая на самом деле нам многое объясняет. И для меня, как для фаната игры, да, или как человек, который помнит все, что там работало хорошо, здесь есть одна гениальная, на самом деле, придумка с глазами Джоэла, со взглядом, потому что там есть момент, когда в какой-то ситуации Джоэл обманывает Элли, и выдает ей взгляд, когда он говорит, я тебе обещаю, что, в общем, это правда, да. Что там было за эпизод? Когда они находят зараженного мужа-психолога. Да. И он просит отвезти его к жене, чтобы попрощаться. И Элли говорит, пожалуйста, давай это сделаем. А Джоэл считает, что его надо убить, потому что если вас укусили в этом мире, то вы через несколько часов превратитесь в грибочек, и вас надо убить. И Джоэл обещает, что они отведут, и пока Элли ходит за лошадьми или что-то там, он его убивает. Да. Хотя он Элли только что пообещал. Да, он только что ей в глаза говорит, я обещаю тебе, что я его не убью. И идет убивает. И он, вот это очень классная решетка, он выдает ей взгляд, я тебе обещаю. И потом, когда она возвращается, он убивает этого персонажа, и она просто вспоминает тот взгляд, который он ей давал, когда... В конце первого сезона. Когда говорил ей, что я тебе клянусь, что я не мог, в общем, сделать иначе, что тебя не могли спасти. И это очень классно работает, потому что в ее голове вот это все... Складывается, да, потому что она не знала все, что было там, и получается, что на Джоэле был вот этот груз вины, да, обмана и прочего, и прочего. И кажется, этот эпизод, он очень такой консистентный, да, то есть он действительно и многое объясняет, и показывает химию их отношений, и он оригинален к игре. Да. Потому что в игре это немножко выстроено по-другому. Ну, там разбросаны эти флешбеки. Да, там разбросаны эти флешбеки. В принципе, вторая часть, она всегда нас выкидывает да, в прошлое, играет вот с временной структурой. Поэтому это правда. Это классный эпизод. Еще есть очень важный эпизод, который по-разному работает в игре и в сериале. Это момент, в котором Элли понимает, что Эбби прячется в океанариуме, приплывает туда, но там она наталкивается на двух новых персонажей. Ну, не новых, но на двух персонажей. Это бывший парень Эбби и его нынешняя девушка. И Элли хочет выведать у них, где находится Эбби. И они, конечно, ей не говорят. И вот в сериале это устроено так, что там происходит заварушка. Элли наставляет пистолет, а парень рыпается, и она выстреливает в него. И получается, что она убивает его и задевает горло девушки, и она тоже начинает умирать, и оказывается, что она беременная. И там такой важный момент, что эта беременная девушка, она врач, и она просит вскрыть как бы живот, чтобы достать ребенка. Этого в игре нет. Этого в игре нет. И это очень важный момент, что здесь именно логика, что Элли стреляет в парня, потому что он рыпнулся, и случайно задевает беременную девушку. А в игре? В игре это происходит по-другому. Там беременная нападает на Элли, и Элли защищается, убивает ее и обнаруживает, что она беременна. Но там нет вот этого момента, что вытащи ребенка и все такое. И мне кажется, что в игре это сделано чуть жестче. А в сериале все-таки чуть более этично. Оно чуть более мягкое. И мне кажется, Я, кстати, заметил, что сериал более мягкий. Он более, моментах, да. Ну не то чтобы оправдательный в этих моментах, но он сглаживает угол. То есть он эту жестокость чуть-чуть объясняет, либо делает случайной. Вот, он делает эту жестокость случайной, и вот у Элли реально моральный выбор, что она в диком шоке в сериале, она прям в шоке, что она убила, и что эта девушка беременная, она не хотела этого делать абсолютно. А мне кажется, в игре это чуть по-другому, то есть, мне кажется, у Элли не стояло такого вопроса, надо убить, я убью. Ну, то есть, тут даже вот химия вот этих персонажей, она разная. И когда ты в игре, ты такой, сейчас она на меня напала. Игра — это все-таки геймплей, да? То есть если персонаж на тебя нападает в игре, у тебя нет выбора. Нет выбора. Просто тебя убьют. А в сериале у них все-таки есть возможность это как-то так обставить, добавить какую-то случайность, да, чтобы не делать персонажа настолько демонистичным, да, не демонизировать его так. Ну и, наверное, мне, как и зрителю, как игроку, конечно, комфортнее версия в сериале, потому что когда в игре ты буквально убиваешь эту девушку, а потом осознаешь, что она беременна, это очень тяжело вынести.
Потому здесь она защищалась. Она защищалась от здорового чувака, да, выстрелила в него, потому что иначе бы она умерла, и это просто шальная пуля, так скажем. Да, и мне кажется, вот тут тоже прикольная разница форматов, что сериал все-таки в какую-то этику уходит, и он менее жестоким показывает все это. Игра, она более жестокая. Все-таки это HBO, да, все-таки это HBO, все-таки это сериал, и мне кажется, игры в целом себе сейчас позволяют, наверное, больше, да, как будто... Вот. Но с этой сцены я с тобой соглашусь, что действительно здесь интересные они, и они разные. Да. Но еще есть тоже сцена на обсудить с тобой. Давай. Моя самая нелюбимая, наверное, сцена вообще во 2 сезоне. Это 2 эпизод, в котором, я напомню, происходит убийство Джоэла, самое важное. Но в параллель зачем-то начинается «Игра престолов», и на городок Джексон, где, собственно, живут Элли, Томми, Джоэл жил до этого, нападают зараженные. И это выглядит реально как битва из «Игры престолов». И я не понимаю, для чего. Ты знаешь, я тоже, честно, не понимаю, потому что мне кажется, что эпизод смерти Джоэла, он очень важный, он очень акцентный. И здесь нам как будто вводят 2 линии, что вот смотри, происходит вот это вот убийство главного героя, а в параллели происходит еще какой-то апокалипсис, да. И странно, что на самом деле такой гигантский бюджет они как будто слили во 2 эпизоде, а дальше ничего глобального такого и не происходило. Это, кстати, важно, что нам показывают нападение зараженных на Джексон, нам показывают, как они обороняются. То есть там ведущий Томми, это брат Джоэла, он защищает этот город. И казалось бы, что из этого что-то должно дальше развиваться, но это заканчивается во 2 эпизоде и больше ни разу не упоминается. И это я немножко, не понимаю. Мне кажется, это немножко работает, знаешь, на что? На то, что все-таки Элли идет мстить, и вот в сериале, в отличие от игры, есть еще линия, что она хочет попросить других пойти вместе с ней. Только если это. И поэтому так, как, условно говоря, их поселение пострадало от вот этой атаки... То они не могут себе позволить пойти мстить за Джоэла. И в итоге они идут более партизански. Но это единственное, и то это надо как бы вычленить, Ну, для этого нужно было потратить гигантский бюджет. Но я считаю, что самая главная проблема, что они делают это в параллель со смертью Джоэлом. То есть это 2 очень акцентных момента. Хоть я и не понимаю смысл этой сцены, но она занимает очень много внимания. То есть ты переживаешь за Джексон, за Томми и за всех. Буквально эти зараженные внедряются в этот город. И, почему это соединено в одной серии, я не понимаю. Но при этом, реально, 2 серия, уже, по-моему, говорила, что это самый высокий рейтинг IMDb. Самый высокий рейтинг, и непонятно из-за чего. Я видела комментарий, что людям, наоборот, нравится вот этот экшен-эпизод. Ну, опять же, наверное, знаешь, из плюсов, что мы с тобой же в этом всем находимся. Вот мы сейчас даже уходим в какие-то детали, но это круто обсуждать. То есть, на самом деле, сейчас вселенная и игры, и сериала, она все равно интересная. В том числе поиск каких-то вот этих разностей, да, где что лучше работает. Но глобально, наверное, эмоция все равно немножко какого-то, да, разочарования. От сериала, да. На фоне игры 100%. Маленький еще комментарий, что на самом деле, что мне в 1 сезоне было круто. Там был эпизод, я не помню, какой он по счету, где один из главных героев Билл, он вообще пошел, условно говоря, Третья серия. Он вообще пошел в альтернативное развитие, потому что в игре все пошло вообще по другому сценарию, да, и вот этой альтернативной версии развития сюжета с одним из важных героев, да, был целый эпизод. Вот такого, на самом деле, в 2 сезоне нет. Ну, только 6 по факту. Да, но есть 6, но все равно он работает с материалом, который есть. То есть создатели обещали, что мы будем вот это делать экспаншн, мы будем вообще развивать какие-то другие линии. Я этого особо не заметил. Я тоже, То есть это какие-то маленькие вбросы, но чего-то существенного, кроме некоторых удач, я вот, честно, не заметил. Давай грибы. Ну, понятно, что игра, гриб целый. Но мне кажется, и сериал тоже, хотя бы за 6 эпизод. Окей, хорошо, давай. Где-то у нас будет... Вот где-то равенство. Ну да, потому что что-то где-то лучше работает. Давай, окей. За что хочется дать полноценный грибочек, так это за проработанность мира. Потому что то, как выглядит сериал, это просто великолепно. И многие актеры рассказывали, что когда они оказывались на площадке, они думали, мы в мире игры. И есть классное интервью Нила Дракмана, где он, будучи на площадке, так как он шоураннер, и он режек на некоторых эпизодах, у него в перерывах между съемок был зум, где он созвонился со своей игровой командой. Они сейчас делают новую игру, которая выйдет в 2027 году. И он созванивает своей командой, и он был в квартире Джоэла,
которую обставили абсолютно так же, как она выглядит в игре, и он зумился и показывал своим корешам, типа, ребята, смотрите, я оказался реально в этом эпизоде, потому что, что круто, команда собралась такая, очень много фанатов игры, поэтому как выглядит локация, как выглядит мир, он реально очень, очень проработанный. И, конечно, там есть графика, есть CG, но очень много как бы Ну, кстати, фактуры. тут важно, что я тоже сейчас пересматривала всякие ролики по созданию, и я помню, что когда вышел первый сезон, был какой-то фильм документальный про съемки, и я удивилась, что все вот эти топляки, это костюмы, кардицепсы, все эти грибы вообще... фельдепердовые. А это все костюмы. И вот этот главный топляк, я не помню, это под конец сезона происходит, там есть такой мощный эпизод. Где он, появляется в каком-то там 7-8 эпизоде. Я помню, что это вообще такой жесткий был эпизод. И это просто чувак огромный, 2-метровый, вот в этом костюме. Его, типа, надевали, накладывали этот грим несколько часов. И все это реалистично. И я смотрела интервью художницы, которая этим занималась, и она сказала, что у них каждый вот этот гриб, он уникальный. Типа они меняют их, изменяют. И в целом я обожаю такой подход. Я тоже. Это так круто, потому что они реально в сериале выглядят не как компьютерная графика, а как очень реалистичные штуковины. Вот эти рты у них. А еще вот этот фильм классный есть, где как раз-таки рассказывается история создания второй части. Большой это двухчасовой. Прям двухчасовое кино. Да, офигенное кино. Прям, вот я вот насколько там не супер-мега фанат всего этого, я с таким удовольствием посмотрела, как ребята создают это клево про процесс. Я обалдела, когда они рассказывали, как они это делают. То есть игра реально очень реалистичная, очень текстурная, и там все супер продуманное, и они прям показывали моменты, что если в какой-то базе чего-то нет, допустим, кадров или фоток того, как кровь растекается по мокрой земле, у них есть реально лаборатория, где они выкладывают эту землю, выливают на нее вот эту по консистенции жижу, которая похожа на кровь. Они это фотографируют. Особенно момент меня впечатлил, где они пытались понять, когда зараженный кусает за шею человека, у него капает кровь изо рта или нет. То есть им важно было понять, капает кровь изо рта или нет. Ты знаешь, это важно, что это сама студия Naughty Dog, она вообще славится вот таким задротством, поэтому они игры делают очень долго, и вот с такой проработкой. И на тебя в итоге эта игра просто воздействует, а за этим стоит куча работы огромного количества департаментов. Вот это невероятно. И вот там вот есть эпизод, да, когда чувак, он прям играл роль этого зараженного, и он тряпку вот эту кровавую поднимал, и они фоткали, снимали, как у него выглядят зубы, что там стекает, что он весь оказался в крови, не только рот, все лицо. И вот они это используют в игре, и меня это супер впечатлило, и я поняла, насколько на самом деле это, во-первых, сложный процесс. Ну, понятно было, что это сложный, но насколько он детализированный. Это очень круто. И мне кажется, вот с точки зрения меня, как человека, который не в игровой вот этой сфере, игра очень кинематографичная, очень круто сделана. И сериал тоже. Да. Я думаю, что здесь мы с тобой сходимся во мнении, что с точки зрения арт-дирекшена, операторской работы, проработки, мира, его фактурности. Звуков и музыки. Звук, кстати, вот что я вспомнила, что я хотела сказать про звук, когда говорила про вот этот костюм топляка. Меня очень впечатлило, что это пошло из игры. У них был актер озвучания, который умел издавать вот эти ужасные звуки, которые издают эти зараженные, потому что в игре это жесть какие. В игре звуки работают невероятно. Если ты помнишь, там есть эпизод. Я помню, мы с тобой играли, и ты тогда супер сильно испугалась, когда просто ничего не происходит, и начинается какой-то звук странный. Стучание какое-то. Да, но у меня сейчас прям потеют ладони. Да, знаешь, потом они появляются, просто налетают на тебя, эти зараженные, это очень страшно. В сериале тоже супер. Просто видно, что это очень крутой, дорогой проект, в котором все департаменты работают на задачу. И это, в общем, мне кажется, здесь 1-1, я думаю, по грибочкам. Да? И проблема скорее на уровне сценария, режиссера и концепции. Да. То есть это вот кажется, что все остальные бюджеты есть, исходники есть. Да, визуально это просто великолепно. Есть. Но у меня единственный комментарий есть к игре. Это момент, когда, они когда бывают эпизоды, где ты прыгаешь в воду и плывешь, и они всегда прыгают туда с рюкзаками, полными оружия, патронов и так далее. Я понимаю, что это условность, но меня каждый раз возмущает, что у них промокает рюкзак. Да. Но самое важное, что произошло в последней серии 2-го сезона. Элли, когда вот плыла в этот океанариум, у нее перевернулась лодка, и она затопила свой рюкзак, и когда она вышла, она реально протирала оружие.
есть один из моих любимых эпизодов из кино, связанных с просушкой оружия. Не вспомнишь его, нет? Нет. Быстро Старикам нет. тут не место. Это классный эпизод, когда за ним бежит собака, по-моему, ротвейлер. Он забегает в реку, у него оружие с собой. Он, собственно, выплывает. Собака бежит прямо на него. Но он сам military guy. То есть он понимает, что если он сейчас выстрелит, оружие не сработает. И он его продувает. Блин, я прочищает. обожаю. Собака уже бежит, и он в последний момент выстреливает. Это офигенный Это эпизод. очень клево на Да. драматургию работает. И как-то А я не здесь знаю. это работает на реалистичность. Да, понимаешь? я Это просто- работает на реалистичность, что вряд ли ты прыгнешь, с рюкзаком в воду, если только тебе не приспичит. Вот да? именно, а там они просто тупо с этими рюкзаками. Я понимаю, что это условность, но меня прям это раздражало в течение игры. Я не понимала, это не будет, это невозможно так. А в сериале они это обыграли, и я думаю, что они просто тоже об этом думали, возможно. Это прикольно, да. И мне порадовалось, что они об этом детали, подумали, это клево. да. Это детали, это клево, да. Хочется, чтобы, в общем, работали не только такие детали, Ну да, да. а работали все Но я глобально. удовлетворена. А тут как бы мой Окей, грибочек на хорошо, а стороне. здесь 1-1. Ну, у нас остается последний такой большой блок, где, собственно, мы будем версусить с тобой playing и watching, то есть играние и Окей. смотрение. Интересно. Да, это интересно. Ты знаешь, мне очень понравился какой-то мемчик, который я на просторах интернета обнаружил, что Нил Дракман как будто специально продумал, чтобы второй сезон был Да, я хуже видела. первого, Да. чтобы доказать, что Игра лучше. игры круче, чем Да. кино в целом. Понимаешь? Работают. Мгм. Игры больше работают, да. Важно сказать, что Last of Us – это все-таки игра такая story-driven, да, когда сюжет все-таки двигает историю. Огромное количество игр, в которых важнее геймплей, важнее процесс, да, и их может быть даже больше, да. Но для меня здесь все-таки процесс игры означает процесс погружения, чисто такое как бы психологическое, да. И к кино у меня гораздо больше требований, понимаешь? А потому Гораздо что это больше сложнее. требований. Мне кажется, сам формат очень определяет, потому что игра, ты становишься действующим лицом. Ты делаешь выбор выстрелить, ты мстишь. ты мстишь, Ты мстишь, да. ты убиваешь. Или не убиваешь. Или не убиваешь. Ты прыгаешь с рюкзаком в воду или не прыгаешь. Ну, типа, ты действуешь. На тебе вся как бы ответственность. Ты в шкуре героя. Ты в шкуре ты героя. перевоплощаешься. Да. В сериале и в кино ты наблюдатель. Это вообще настолько другая точка и другая перспектива, поэтому как будто бы форматы воздействия на человека настолько разные, что и механики этого воздействия должны быть разные. То есть мне кажется, что в игре очень много экшен-эпизодов, где ты буквально проходишь миссию, что тебе надо завалить 10 человек, чтобы пройти до другой Ты точки. устаешь физически. Если честно, вот Артём не даст соврать. Я реально иногда, когда мы идем несколько миссий подряд, я уже в конце просто психую, потому что у меня не остается эмоциональных каких-то сил продолжать убивать этих персонажей. А еще клево в игре выстроено, что эти враги, они друг с другом переговариваются, называют друг другу по имени. То есть это как будто бы иллюзия того, что это живые люди, у которых тоже есть связи. И, по-моему, об этом Дракман и Мейзин говорили, что им принципиально важно было врагов показывать человечными. Потому что это тоже погружает тебя в какое-то вот состояние, Там в что... целом стоит вопрос, понимаешь, врага и необходимости убийства. Да, у тебя нет вариантов, типа, Да, но у тебя нет тебя вариантов. убьют. Ты уже... Мне кажется, знаешь, вот в Last of Us, я об этом уже говорил, но важно, что во многих играх, например, в GTA, условно говоря, убийство – это ничего страшного. Но здесь, совершая вот эти поступки, возникает просто чувство какого-то, знаешь... Да, это как бы очень даже некомфортно. стыда, некомфортного И я даже чего-то, помню да. эпизод, который меня супер возмущал, это когда во второй части появляются собаки. А из-за того, что в игре как бы такая механика, то как будто в игре больше вообще вот этот элемент насилия и больше эпизодов с насилием, больше эпизодов с перестрелками и чем-то таким. Сериал из-за того, что эти эпизоды не будут работать так же, потому что мы будем просто наблюдать. Они как будто бы из сериала выкидываются по большей части, и очень мало эпизодов, где персонажи реально борются с зараженными друг с другом, потому что это так не работает, ты так не подключишься. И мне кажется, в сериале из-за этого идет больше драма. То есть там Конечно, другие да. линии идут, вот эти флешбеки, романтические истории, вот эта история там с беременной Диной. То есть это уже вот что-то другое. Плюс вот как бы сеттинг выживания.
И мне кажется, если вот сравнивать, то достаточно сложно сравнивать, потому что это супер разные форматы. И тут, если бы мы раздавали с тобой грибочки в этом пункте, я даже не знаю, что тут выигрывает, потому что это очень разный опыт. И он вообще не сравнивается. В плане, его можно сравнить именно как работают медиумы, вот этот игровой и сериально-киношный. Они очень разные. Но как тут их сталкивать, я не понимаю. Я, честно, здесь бы поставил ничью. Да? Не между, наверное, вторым сезоном и второй игрой, а в целом между форматами. Да. Потому что действительно каждый воздействует по-разному, каждый можно использовать так, чтобы импакт был максимальный. Я думаю, что, знаешь, игра в этом смысле даже какая-то более аморальная, потому что правда. Она заставляет тебя, пойдем со мной вот туда, я сейчас тебе через насилие, боль и страдания навяжу вот эту мысль. У тебя нет выбора, потому что иначе ты не пройдешь. Да. Иначе все, откладывать джойстик, ты можешь не играть, да. А сериал я смотрю. То есть я смотрю, я оцениваю. Я могу закрыть глаза, где-то пропустить. Я могу промотать. И это все равно сцена, в игре ты не можешь все равно продлится. А в игре так не работает. Ты не можешь промотать. Да, в игре так не работает. Ты можешь, конечно, какие-то уровни проходить без убийств, но далеко не все. Здесь, наверное, важный момент, что действительно не все готовы в целом прикоснуться к чему-то такому, да, когда сложная мысль, потому что для меня Last of Us 2, она против насилия, но для того, чтобы ты понял, что не нужно совершать насилие, тебе дают 25 часов ультранасилия. И это не для каждого. Да, это не для каждого. При этом сериал все-таки нам показывает разных персонажей, разные ситуации. Да, это постапокалипсис, это драма, но при этом можно продохнуть. Но ты сторонний наблюдатель вообще, и ты знаешь, что там будет дальше, условно. Потому что драматургию какую-то можно прикидывать, а в этой игре это нет. Это, правда, очень сложно. И я, когда играю, я прям понимаю, что я морально устаю от этого. Но мне постоянно хочется вернуться. Самое интересное. Это интересный эффект, да, ты подсела, мне кажется. Я подсела, да, и вот если вопрос насилия поднимать, что на старте мне было супер страшно убивать. Я помню, что там есть разные эпизоды, в каких-то ты борешься с военными, с всякими людьми, а в каких-то эпизодах ты борешься с зараженными. И мне прям сильно проще было убивать зараженных, потому что я как будто бы не чувствовала этот груз, что я сейчас убиваю каких-то людей, которые тоже выживают в этом мире своими способами. Мы враги, да, но мы в одной лодке на самом деле. Здесь вопрос выживания, да. Да, важно, но в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя тогда не будет прогресса по игре, если ты не будешь убивать и этих, и в какой-то момент подсаживаешься и такой... И для тебя выстрел в голову условного твоего врага — это плюс 1% к прохождению. Это интересно, как работает в голове. Обе формы медиа достойны, чтобы жить. Те, кто не играл, опять же, дайте шанс. Попробуйте. Это очень интересно. Попробуйте, потому что это новый меняющий опыт, особенно если вы хотите сравнить и мне кажется, супер важно, что игра очень драматургически клевая. Вот правда, мы не пропускаем вот эти кат-сцены, потому что в них очень много драматургии. И там даже, когда ты бегаешь, ищешь там какие-то штуки между домами, идут диалоги. Вот, например, я сейчас играю в первую часть, Джоэл и Элли, они постоянно разговаривают, там какие-то темы. Вот они видят постер какого-то старого фильма, есть какое-то обсуждение. То есть в этом столько киношного. Там еще меняются их отношения. Да, и за этим интересно следить. Они помогают, это влияет на геймплей, это влияет на восприятие. И игра имеет вообще вот этот набор тулов для воздействия. Да. Все-таки кино воздействует на нас по-другому. И мне кажется, да, что Last of Us — это такая игра как раз-таки для тех, кто любит кино и хочет просто попробовать другой опыт и просто сравнить, как могут по-разному работать медиумы. Мне кажется, просто любопытное исследование. Но для меня это очень любопытное исследование. Есть надежда, что 3-й сезон, который будет выстроен вокруг Эбби, он может быть классным. Да? Опять же, если она немножко загрязнится и подкачается. Вот. Но в целом есть надежда. Да? Есть надежда, потому что кажется, что можно все-таки еще вытянуть на какой-то новый уровень, особенно если они будут делать экспаншн вселенной и расширять какие-то линии. Мне хочется, чтобы было больше свободы, потому что сейчас кажется, что он такой конвенциональный, мало в нем свободы. Вот я за свободу. Я за свободу, потому что игры я уже играл, а я их и так люблю. Дайте мне что-то новое, дайте мне новые эмоции, дайте мне новые линии. В общем, у меня вот такой запрос, на самом деле, к 3-му сезону. Будем надеяться. У нас 2 игрушки. Да. Давай, расскажи первую. Первая игрушка. Так как в Last of Us есть разные группировки, так. у нас есть Федра,
А Федра — это как бы государственные военные, которые на старте начинали контролировать все происходящее. У них были После апокалипсиса, да? Вот у них были карантинные зоны, они там раздавали пайки, штрафовали и так далее, комендантский час. Такое типа государство. Военное государство. Военная государственная организация. Да, в противовес им появились волки, так называемые, ВОВ они называются, WLF. Это как бы группировка, которая появилась, чтобы свергнуть вот эту Федру. Но в первой части важно, что в противовесе были цикады Fireflies. Да, у нас есть еще... Вот, кстати, вот эти волки — это то, где состоит Эбби, наша героиня. Но изначально она была в цикадах. Цикады — это организация, которая как раз-таки пыталась создать вакцину с помощью Элли, но... Это партизаны больше. Это партизаны, и у них была цель как раз-таки спасти цивилизацию и так далее. Но к концу первого сезона, я так понимаю, что от них почти ничего не осталось. И, благодаря Джоэлу, да. Да, благодаря Джоэлу. И вот часть цикад, они перешли в волков и стали вот армией такой по освобождению. Еще у нас есть серафиты, или шрамированные, как их называют, шрамы. Это такая больше религиозная организация. Они поклоняются некой она, пророчице, а живут на острове, отрекаются от всего условно современного, то есть оружия, от рилсов, от вот этих всех запрещенных соцсетей. Они живут в таких... Зумеры не выживут. Они живут в таких деревянных домиках. У них есть культ, поклонение вот этой она. Они используют лук и стрелы, и они переговариваются свистом. То есть у них такая фишка. Они такие тоже очень партизанские образы. Да, это очень клево работает. Блин, поиграйте. Но важно, что вот эти шрамированные, они противостоят волкам, и у них как бы постоянная война происходит. Второй сезон — это как раз противостояние. Да. Вот эта милитари организация, которая, на самом деле, знаешь, немножко для меня похожа на такой древнеримский какой-то, или спартанцев, условно. Они еще вот в этом условном Колизее, вот в этом стадионе. Вот, и кто у нас еще есть? У нас есть еще Джексон, это, собственно, город, который основал Томми, его жена, и где живут все наши вот эти герои. А это такое, как бы, подобие мирной... община, подобие мирной жизни. Они огорожены, у них есть электричество, вода, то есть более-менее что-то привычное, но понятно, что за забором ничего приличного нет. И что последние у нас каннибалы, это просто некоторые группировки, это даже не одна, а куча разных группировок, которые, собственно, занимаются каннибализмом, выживанием. Здесь нет никаких правил, никаких моральных ценностей. Ну, помимо каннибалов, знаешь, кого еще можешь давать? Просто наемников. Это даже не наемники, как это называется? Охотники. Мародеры. Да? То есть это какие-то группировки, которые могут не быть каннибалами, но они все равно... но они просто занимаются выживанием, собственно, на самом в этой деле, среде. опять же, по лору игры, Джоэл своим братом какое-то время был мародером. Да. Так зачем я это все нам напоминаю и вообще рассказываю? Мы подумали, что очень интересно друг другу задать вопрос. А в какой организацию ты бы вступил, если бы оказался в мире Last of Us? Ответов мы не знаем. Да. И, напоминаю, мы делаем сплит-скрин, то есть мы всегда что-то сравниваем, что-то версусим. Но мне кажется, по мне очевидно, что я выберу Джексон. Попсово. Попсово. Мне кажется, я человек максимально мирный, и если бы я попала в ситуацию Last of Us, вот этого постапока, я бы старалась найти какое-то место максимально похожее на что-то нормальное, потому что, мне кажется, иначе я бы психически не вывезла эту жизнь. Ну, правда, я себя оцениваю, что, может быть, я и приноровилась бы, и подкачалась, и научилась стрелять. И я понимаю, что Может быть. И я понимаю, что в Джексоне тоже там есть проблемы с тем, что это, типа, идеализированная картинка, типа, у нас все зашибись, но на самом деле за пределами есть постоянные опасности. Я это понимаю. Но и также... раскол внутри тоже, который тоже, когда вы замкнуты в одном обществе, каждый пытается тянуть одеяло на себя, перепридумывать правила, и тут нет ничего идеального. Это не то, что я спрячусь в домик и буду сидеть. Но, наверное, для меня... этот путь был бы самым комфортным, потому что я бы точно не смогла быть никаким мародером, ни каннибалом, ни чем-то таким. Я думала по поводу цикад либо волков, но тоже мне кажется, что цикады меня привлекали в тот момент, когда они реально пытались сделать вакцину, потому что это какое-то клевое дело, и мне хотелось бы в постапоке быть причастной к чему-то, что спасет всех. Но, если быть честной с собой, я бы выбрала Джексон. И пыталась выстроить хоть какую-то жизнь. Ну, потому что приходится жить. Даже в такой ситуации ты вынужден жить. То есть ты отдаешь свой грибочек Джексону? Да.
Окей, грибочек Джексон. Хотя там грибница проросла в первой серии. Поживем, увидим. У меня 2 варианта. Да? Одного нет в списке, поэтому я думаю, что я могу его назвать. Я не пойду Мне в честно, постапоп. я понимаю, что это так немножко на грани, но мне нравятся серафиты. Не. С одной стороны, это религиозный культ, они жесткие, но с другой стороны, что мне нравится в них, это такие немного люди природы. Ну, да? я понимаю. То, что на самом деле вот этот вирус, который появился, возможно, он связан в том числе с некоторыми факапами цивилизации. Да? И вот этот их уход в природу, в обрядовость, в общинность, что они там выращивают огурчики, да, стреляют из лука. Понятное дело, там есть всякие кринжовые отклонения у них, да, что они там себя шрамируют и прочее. Но кажется, что это такое, знаешь, немножечко микс и язычества, и христианства. То есть если их немножечко, знаешь, вот увести от постоянной вражды, войны с волками, кажется, что они могут быть вполне себе такой общиной, которая как раз научилась жить в новом времени. Потому что оружие больше не производит, да, еды нет. Но это люди, которые вернулись на землю и которые способны вообще что-то сделать из дерева своими руками. Да? То есть, мне кажется, выживаемость у них как раз высокая. И это в каком-то смысле такое возвращение к истокам, к природе. Но то, что они являются религиозным культом, то, что они вырезают своих врагов, выпускают... То есть вот мне все в них нравится, понимаешь? кроме этого. Да, есть некие нюансы. А второй вариант, ты знаешь, мне кажется, чтобы я мог быть одиночкой или... Я мог бы быть одиночкой. Вряд ли прям одиночкой, но если бы, я не знаю... Свою общину бы организовал. Мини какая-то коммуна, да, которая бы, в общем, как-то выживала, скорее всего, потом пришлось бы куда-то прибиться, да. Но вот историю, что я могу просто прибиваться к разным, она как-то мне более близка по менталитету. И на самом деле, что интересно, если мы возьмем Эбби, ее коммуну, близких вот ее друзей, которые они мстят. Так и сделали, да. Они так и сделали. Они были цикадами, они стали волками. И вот это, на самом деле, тема перетекания людей из общины в общину, поиск смысла, она там присутствует всегда. Она там присутствует, да. Поэтому нет однозначного там, что эти плохие, эти хорошие. Зависит от людей, зависит от обстоятельств. Вот это как бы перетекание, как и в нашей жизни. Формы меняются, люди остаются. Да? Люди пытаются оставаться людьми, и это одна вообще из важных, мне кажется, тем игры. Можно ли остаться человеком? Да. Будучи каннибалом, наверное, нет, да, но будучи, там, не знаю, служителем религиозного культа, либо милитари каким-то более человеком, да, возможно. У нас есть вторая интерактивная часть. Это мы подготовили друг другу 4 вопроса, таких морально-этических. Ты бы спас Элли или дал шанс человечеству? Вот когда я проходил первую часть, я помню, что было куча комментариев в интернете о том, что да что за депровую игру вы мне подсунули, почему герой, не знаю, не спасает человечество. В каком-то смысле в играх, наверное, больше был тренд на героев, чем на антигероев. Это уже был «Сопрано», условно говоря, в HBO, да, а мощных антигероев в играх было меньше. Мнения разделились, я помню, когда вышла игра. Но для меня, хотя тогда у меня еще не было ребенка, но тогда, когда я прошел, я был уверен, что я сделаю как Джоэл. Вот у меня вообще не было никакой тени сомнения. Потому что то, как выстроены их отношения, то, как это все происходит, становится понятно, что Элли для Джоэла это его мир, это его любовь, это его смысл. Да? Потому что спасение человечества, на самом деле, несмотря на то, что цикады могли бы сделать вакцину, не гарантировано, что они бы спасли. Да. И в игре я точно бы сделал как Джоэл. То есть без вопросов. И есть классный момент во второй части, когда Элли его начинает винить. Почему? Зачем ты меня спас? Зачем? Она его стыдит, она его винит, она очень мучается. Он ей говорит, я бы это сделал еще раз. Вот даже зная, что мы теперь с тобой не близки, и у них вообще там как бы вот движение вот такое начинается друг от друга, он сказал, что я бы все равно это сделал. А ты? У меня похожий очень ответ, потому что я себя записывала так, что смотря кто мне Элли.
И что я могу представить, что, наверное, во имя человечества мне нужно было спасти или не спасти рандомного человека. Это, знаешь, как вот эта задачка про поезд. Ты повернешь стрелку, чтобы спасти 100 человек, но ты убьешь одного, либо не повернешь. Это вот такая, мне кажется, моральная дилемма, которая вот вечная и непонятно. Тут нет правильного ответа. Тут только ты выбираешь. И, наверное, если бы это было спасение или не спасение просто рандомного человека, я, может быть, выбрала бы и спасение человечества. Но если я понимаю, что это мой ребенок или человек, которого я считаю своим ребенком, я бы спасла ребенка, потому что я не понимаю, как может по-другому. Оно не сработает. Здесь нет вопроса рандомного человека. Здесь есть конкретный Но если бы я была вопрос. Джоэлом в игре, который может второй раз потерять свой мир, я бы спасла Элли, потому что он уже потерял свою дочь. Второй вопрос. Ты солгал бы Элли, как Джоэл, в конце, получается, первого сезона и, возможно, вот в этой серии во втором сезоне, где он лжет второй раз? Вот тут я с Джоэлом не соглашусь. Да? В игре все-таки чувствуешь, что Джоэл не в терапии, да, хотя его отправляют в терапию в сериале. Опять же, я понимаю, что драматургически это оправдано, чтобы вот это вранье, оно пускает но мы отходим от драматургии. Да, мы отходим от этого. Может быть, не сразу, но я бы сам признался, потому что я понимаю, что это настолько, мне кажется, съедающее чувство, вообще вот это бремя вранья, обмана и вот этого всего. То есть я бы все-таки хотел найти в себе смелость признаться в этом, да, даже ценой того, что Элли бы меня не приняла, вот, но, наверное, я бы все-таки не соврал ей. Понимаю, что она может отказаться от меня. Я бы тоже не соврала, и я не помню, как устроен этот момент именно в первом сезоне, когда он лжет, но я помню, как это сделано в игре, потому что я смотрела какое-то видео, где показывался этот момент, и там Элли спрашивает, типа, так или не так? И она прям знает ответ. И Джоэл ей в лицо говорит, врет. Это так? И она такая, хорошо. Она типа принимает его ответ на веру. И мне кажется, что здесь нет смысла. Знаешь, она как будто даже и принимает на веру, и как будто она готова обмануться. Вот да, она готова довериться Джо. То есть здесь важен момент доверия. И мне кажется, что в целом в этом мире постапокалипсиса очень важно, чтобы ты был с людьми, которым ты можешь довериться, и которые доверяют тебе. Это как будто бы принцип выживания. И когда тебе лжет твой близкий человек, это ужасно. И я бы на месте Джоэла, понятно, тогда не было бы драматургии, но мы от нее уходим, я бы тоже сказала, потому что в игре она прям знает ответ. Да, она может сейчас поорёт. Это иногда такая, знаешь, игра в поддавки, да, что люди друг другу врут, принимают эти правила бесконечного вранья. То есть, для нее был важен не ответ конкретный, а то, что Джоэл скажет, да или нет, типа, я могу тебе доверять или не могу тебе доверять. И как будто бы, зная то, что она знает, почему не сказать ей правду? Да, она сейчас поорет, пообижается, но у вас дальше будут суперские отношения, а не так, как ты в моменте соврал, и у вас все разрушилось. Мне кажется, Джоэл в общем, мы за проработанность отношений, ребята. Если вдруг вы готовы принести все человечество в жертву ради любимого человека, ему расскажите об этом. Да, пожалуйста. Ему, пожалуйста, расскажите. Пускай он с этим живет, перебесится, и все будет хорошо. И второй раз я считаю, что он не должен был врать. Ты бы мстил за Джоэла? Ты знаешь, это очень сложный вопрос, да, потому что мне кажется, что как будто да. Как будто да, но я хотел бы найти в себе силы остановиться раньше, чем это сделала Элли. Вот, потому что, опять же, мы здесь с тобой, знаешь, на тропе драматургии и психотерапии как будто бы, да? Вот, что все фильмы про месть нам говорят, мстить не надо, это круговорот насилия, вот, но игра как будто про то, что ты начни и поймешь, почему это херово, поймешь, почему ты, в общем, на этом пути погибнешь, да? Вот, то мне бы хотелось не мстить, да, это, может быть, звучит как-то супер так по-христиански, да, но я понимаю, что, наверное, бы, как бы, в общем, я бы вступил бы хотя бы, знаешь, полноги я бы занес на эту историю. Опять же, что значит мстить? Убивать. Мстить значит убивать, да, это как бы сложный, без вариантов. Сложный моральный вопрос, да. Возможно, я бы начал подготовку, там рюкзак собрал, прыгнул бы в речку с этим рюкзаком. Затопил все оружие. Да, затопил оружие. А когда бы, в общем, нужно было спускать курок, это, конечно, тоже сложно перенести сейчас ментально в тот мир, да, где, в принципе, это является
нормой. Вот. Но как будто бы, знаешь, игра нам говорит про то, что не вступай на этот путь. Не вступай на этот путь, потому что там, в общем, ничего хорошего тебя не ждет. У меня однозначно ответ нет. Потому что я понимаю, что в момент, когда убивают Джоэла, у Элли как бы забирают очень важную часть жизни, но очень важно, что у нее к этому моменту уже есть другая важная часть жизни. У нее есть любимый человек. И у нее как будто бы новая история развивается. И вот помнишь... И она не дает шанс развиться этому, потому что месть это как бы про прошлое. Это про прошлое. И я прям понимаю, что бы она ни делала, это не вернет Джоэла. То есть в этом для меня, лично для меня как для человека, нет уже никакого смысла. То есть кому я что буду доказывать? Вопрос, могу я успокоиться или нет, это как бы другой вопрос. Но я бы лично, будучи на месте Элли, не пошла бы, потому что я бы выбрала настоящее и то, что у меня есть сейчас. То есть я понимаю, что если я иду мстить за Джоэла, я могу потерять то, что у меня есть сейчас, я не верну то, что я хочу вернуть, и я могу себя как бы разрушить, потому что игра нам показывает, что то, что происходит с Элли, месть ее разрушает. И я понимаю, что я бы не смогла пойти, особенно вот этот ужасающий, разрывающий эпизод, когда я думала, что это финал игры, когда нам показывают классную семью. Когда она как бы отказывается от да, мести. Классная семейная жизнь, у них там дом, ребенок, она этих козочек загоняет. И я думаю, слава богу, все прекрасно. Заканчивает игру на таком... Я не знала про переворот с Эбби. Я думаю, господи, как хорошо. И тут у них появляется на пороге Томми, брат Джоэла, и такой, типа, пошли мстить. И ее это заводит. И я просто орала, типа, как ты можешь пойти? У тебя быт, у тебя все хорошо, не ходи, пожалуйста. У нее ПТСР, понимаешь? Это работает, потому что мы понимаем, что у нее она не может спокойно жить. Она не может но спокойно если жить. бы Томми, возможно, не вернулся, ее бы так не колбаснуло. Но смысл в том, что, окей, если мы опустим момент ПТСР и всего, я бы выбрала то, что у меня есть сейчас дорогое, потому что в итоге можно потерять все. Ты бы завел ребенка в таком мире? Уже в постапокалипсисе, да? Да, вот в той жести, где они живут. Опять же, сложно поместить себя в этот мир, да, но это как некое виртуальное упражнение. Я думаю, что да. Потому что, ты знаешь, я даже смотрю сейчас вообще на окружающую действительность, и все всегда задаются этим вопросом, что сейчас не время, да, вот, пандемия, прочие напасти, потом, не знаю, нашествие инопланетян, нашествие грибов. То есть как будто бы человечество всегда придумывает для себя какое-то оправдание, что сейчас я не готов, сейчас не время, вот. Но для меня это как будто просто концепция про жизнь, да, в целом. То есть хотим ли мы жизнь, хотим ли мы, чтобы она прорастала, развивалась, да, иногда больше альтернативных факторов, которые воздействуют, больше шансов, что это будет общество, не знаю, не полностью счастливое, не идеализированное, но как будто, знаешь, такая как бы ответственность лично остановить жизнь, это тоже, знаешь, как будто бы вот гирька, да, в некий пессимизм и в картину мира, что как бы, давайте закончим. Да. Давайте закончим. Ты прям сильно мою мысль озвучила. Она в том, что тот мир, этот мир, предыдущие наши миры и поколения — это всегда поколения с какими-то сложностями в разных странах, в разные периоды, и как будто бы в любой момент можно было остановиться на самом деле. И, просто сейчас такие обстоятельства. А я, так как выбираю Джексон, я выбираю заход на типа нормальную жизнь, где можно попытаться восстановить то, что было привычно и комфортно. Хорошо. Восстанавливать. Здесь маленькая поправка, что все-таки, ребята, если вы захотите заводить детей в постапокалипсисе, лучше, чтобы вы были не каннибалами, а хотя бы были в общине Джексона, да, и подумайте. Тут сильно зависит, но я понимаю, что все-таки люди, у которых романтические истории внутри Last of Us происходят, они все-таки происходят а-ля в Джексоне, в Волках, то есть в каких-то более-менее спокойных организациях, которые пытаются сохранить жизнь. Где уже хотя бы уровень выживания, он, понятное дело, что не полностью мы в безопасности, но мы можем подумать, как вообще, не знаю, ребенка обеспечить, защитить. Короче, мой ответ в том, что да, если бы у меня в этом мире был любимый человек, я бы хотела с ним продолжить эту жизнь. Понятно, что просто размножаться ради восстановления популяции, наверное, нет. А с любимым человеком, да, и как будто нет разницы в какой период. Размножаться с любимым человеком ради восстановления популяции. Вот так и запишите. Да. Но знаешь, интересно, насколько игра и фильм, точнее сериал, в котором много мрачных тем, размышлений, темы насилия, насколько они, на самом деле, нас с тобой вывели к чему-то светлому, да, к тому, что, несмотря ни на что, все равно хочется жизнь, хочется выбирать любимых, хочется не мстить, хочется идти куда-то к чему-то светлому. Это тоже вот интересное воздействие, кажется,
мрачного контента, который так придуман, что в итоге он нас куда-то вытаскивает. Но это, мне кажется, важно, мы не проговорили, почему мы вообще говорим про жизнь и вот это вот все, потому что второй сезон и вторая игра, она во многом про это. Там у нас 2 беременных важных персонажа, и вокруг этого строится очень много драматургии, поэтому этот вопрос возникает. И правда, мне кажется, это уже больше про что-то светлое. Я не держал в голове, как мы с тобой раздавали грибочки. Давай у нас с тобой на экранчике появится победила игра или сериал. Да, 100% игра. Вот, я думаю, что победила игра, да, но не в сухую. Да, даем шанс третьему сезону. И, ну что, наверное, мы с тобой обсудили все, что хотели. Да? Это был наш первый выпуск. Первый выпуск подкаста Split Screen. Дальше мы хотим челленджить еще какие-то другие темы. И просьба, пишите в комментариях вообще, что бы вы хотели засплитить. У нас уже есть несколько крутых идей, что мы хотели бы засплитить, но вдруг у вас будут идеи, что вы бы хотели, чтобы мы посравнивали в нашем видеоподкасте. Да, это могут быть жанры, студии, не знаю, форматы, актеры, все что угодно. То есть все, что сравнивается. Все, что сплитится. Мне кажется, сплитится все. Это может быть игра против сериала, это может быть сериал против фильма, это могут быть отдельные персонажи. Брэд Питт против Ди Каприо. Отдельные миры, да. Лично мы со Светой нащупали вот в этом сплите какую-то идею, которую, кажется, можно продолжать, но нам хочется живого фидбэка. Да, нам хочется живого фидбэка, чтобы нас смотрели, лайкали, поэтому пишите, чтобы вам было интересно посплитить. Да. А это был Split Screen. Я Артем. Света. Электричество мне вырубили. Это не Last of Us. Это заход на следующий выпуск. Выбрал я, а не наш народ.